Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это только прогноз, не расскажет о жизненной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что какой-то инсайт вы определенно получите, тем более вы люди интуитивные. Ну и как минимум мы с вами проведем приятное время. Давайте узнаем, что же думают карты, какие образы для нас они приготовили. И мы немножко изменим формат. Я решила сделать вот таким образом, разложив колоду. А вопросы мы оставим прежние. Первый наш вопрос: что важно знать? Вот давайте достанем. Ну, что выпало, то выпало. Никогда не подгоняю карты под желаемые какие-то события. Что выпадает, то и будем трактовать. И 13-й старший аркан, я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, это трансформация карта. У вас сейчас период, хотим мы или нет, когда мы меняемся, нам неизбежно придется принять как данность, что обстоятельства нашей жизни, именно в первую очередь обстоятельства, может быть, и мы сами тоже где-то желаем перемен, да, не без этого, но еще и обстоятельства нашей жизни как будто нас вынуждает сделать какой-то правильный выбор. Не будет как прежде, не будет какой-то уклад, может быть, как прежде, какая-то система, какой-то порядок иерархии, таким, как прежде. По этой карте есть такое значение, что мы свободны, но мы должны правильно использовать свои собственные ресурсы. Где-то это мы можем столкнуться с собственной тенью и не без этого посмотреть своему страху в глаза, не сомневаться, идти вперед, потому что какой-то период в последующем мы словно должны, у нас должно хватить как и мужества, так и решимости пройти в одиночку. Какое-то дело мы должны начать и развить. Нам не говорят о конечном каком-то результате. Мы словно в каком-то пункте, в точке невозврата находимся. Знаете, наверное, самый лучший пример, и я часто его привожу, с зернышком. Когда мы садим в землю зернышко, то вот маленький росточек, который спрятан глубоко внутри, он должен пройти несколько этапов. И первый – это когда твердая оболочка, которая долгое время сохраняла его, была ему панцирем, она разрушается. Иначе росток не пробьется к свету, к солнцу. И именно вот это разрушение твердой оболочки где-то соответствует смыслу 13-го старшего аркана трансформации, смерти. То есть какая-то история, вы не сможете словно ее повторить заново. Да, и мы в прошлое тоже не можем вернуться, поэтому нам отсюда полный вперед. Но искусство мелких шагов, не торопиться. А вот по части, если мы чего-то боимся, ну, разные бывают сомнения. Иногда или чаще всего мы боимся, что у нас не получится наш какой-то план, или то, что будут какие-то непреодолимые препятствия, или то, что у нас не хватит решимости, или, может быть, мы столкнемся с какими-то непреодолимыми событиями, и нам придется, ну, действовать совершенно по той схеме, которая не вкладывается в прежний наш опыт. А тут и правда, прежний опыт мы уже не применим. И это неизбежность. И как будто обстоятельства вокруг нас, они нас тоже отчасти к этому подталкивают, вынуждают сделать что-то по-новому, себя увидеть в каком-то совершенно другом ракурсе. Может быть, своего рода миссия какая-то. И это первый шаг – решиться на что-то. И поэтому мужество как будто от вас потребуется, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте мы узнаем, чего не избежать. Здесь ведь и какое-то, как известие просто может быть. Чего не избежать, король жезлов выпадает. Это у нас карта харизматичного лидера. Может быть, это становление вашей личности, мои дорогие. Какой-то новый, именно исходя из того, что вы хотите совершить. Какая-то идея должна быть. Или, может быть, она у вас уже есть. И мы ее должны воплотить в жизнь. Она определенно будет иметь какое-то прекрасное продолжение. Но нам пока в этот период еще не видно. Если мы говорим про росток,
Росток, у которого разрушилось, да, зернышко, разрушилась эта твердая оболочка, ведь он в последующем словно проходит через темную землю, прежде чем достигнет поверхности земли, к солнцу. Так где-то и нам придется в одиночку, через темноту, пройти какой-то путь. Но это иносказательно, я, конечно, говорю, перед тем, как превратиться, может быть, в этого лидера. С другой стороны, это ваши лидерские качества, мои дорогие рыбы и рыбки. Это какая-то идея. Обратите внимание, почему идея. Белые перья вокруг головы короля жезлов. Мы должны быть честны сами с собой, видеть, что есть по факту. Не пытаться вернуться в прошлое, а именно в каких-то новых условиях, с какими-то новыми обстоятельствами отстроить свое будущее, свое счастье, создать из себя лидера. Или подтвердить, что да, моя какая-то идея, она имеет право на жизнь. Вот то самое лидерство, ну, наверное, с каких-то вторых ролей перейти на первую, поменять, может быть, свой статус. Но на этом периоде жизни нам, может быть, еще этого не видно. Поэтому идти как будто все равно придется. Давайте мы больше философии, безусловно, по этим картам. Хотела сказать, что нам может помешать или чему сейчас не время. Королева жезлов. У нас выпадает пара. И здесь могут быть действительно как и пара. Карты просто хотят нам сказать, что первое. Мы никому пока не афишируем о том, что мы собираемся делать. С другой стороны, будет полезно, когда мы где-то собираем информацию, ее анализируем. Работа сама по себе с информацией. И, знаете, где-то не соскользнуть, второй момент, не соскользнуть на советы постороннего. Как люди могут нас словно к чему-то подталкивать или, давая советы, нас на что-то ориентировать. Здесь будет очень важно какой-то ваш путь, ваша миссия, то, как вы это видите. Хотя у кого-то проиграется в деловых вопросах именно люди, которые рождены под знаком зодиака, может не один человек, а двое, которые рождены под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеют там асцендент, взаимодействие, может быть, с каким-то человеком. И если нам выпадает, чему сейчас не время, королева жезлов, королева жезлов, кстати, она удачливо дела, работа, бизнес, но вы никогда не узнаете, что задумала королева. Вам может быть очень интересно, но вот черный кот на коленях как раз и говорит, она настолько на своей волне, она какую-то информацию, которая к ней приходит через людей, с ней очень хочется дружить. Это где-то и у вас может быть такое знакомство с человеком, который словно магнит в себе притягивает, но у нас в позиции выпадает. Чему сейчас не время? И значит, не время слушать, что говорит этот человек. Надо думать самому. Или, может быть, где-то не полагаться на этого человека, на его помощь. И так тоже может проиграться. Полагаемся сами на себя. И я сказала про мужество, 13-й аркан. Он, какие бы ни легли арканы, он словно так перекрывает своим смыслом все последующее. Ну, давайте мы откроем другую карту. А что нам будет помогать? Император. Это есть, может быть, человек, который вам, где-то готов прийти на помощь, тем не менее. Нам, с другой стороны, помогает, когда мы не нарушаем закон, когда мы уважаем какую-то систему иерархии. Нам помогает, когда мы, допустим, сделали или делаем оформление документов или решаем какие-то вопросы, опять же, себя подстраховывая, оформляя все правильно с юридической точки зрения, проверяя все подписи, печати, да, чтобы у нас все это было на местах, чтобы это было по какой-то форме, по какой-то структуре. Ведь император сама по себе система иерархии. Вот нам помогает, когда мы не идем в противовес какой-то системы иерархии. А для кого-то может проиграться и конкретный человек, который умеет брать ответственность на себя, который достаточно ресурсный, который, может быть, поможет и деньгами, или правильным советом, или как-то вас направит, или вы ощущаете словно поддержку, что я не совсем один в этом каком-то безграничном пространстве. И иногда даже это ощущение и знание того, что у меня есть человек, который меня
одобряет и поддерживает, творит чудеса. Мы словно чувствуем крылья за спиной. Но есть у вас по закону словно, что помогает. Вы должны изменить словно свой статус, и вам придется пройти какой-то путь. И это, увы, не на одну неделю. Может быть, еще через неделю мы будем уже более конкретно видеть, от чего нам нужно отказаться, а в каком направлении действовать. Потому что у нас эта неделя, она сопряжена с большой ретроградностью. Парад планет практически. 5 планет на начало недели. Это у нас Плутон, Нептун, Сатурн, Венера и Меркурий у нас будут в ретро-движении. Так вот, Нептун, мои дорогие, ретро-движение как раз дает возможность увидеть то, что было скрыто. То, что было, прежде непонятно, а вот здесь шаг за шагом, и он еще продолжит. Нептун в ретро-движении, как бы свое перспективное направление. И поэтому, наверное, неделя за неделей для нас могут открываться какие-то новости. С одной стороны, нас словно пространство возвращает к прошлому, но именно для того, чтобы мы там поставили точку и поняли о неизбежности того, что мы должны двигаться вперед. И Венера, она нам задает тон, где-то ось отношения, деньги могут проигрываться. И на этой неделе она еще ретроградная вплоть до 3 сентября, но 28 августа Уран связывают с разрушением эту планету, я бы сказала, небесный ускоритель. Почему? Потому что словно подталкивает к какому-то решению, чтобы мы не топтались на месте, чтобы мы себе какую-то многозадачность не строили или не строили себе каких-то иллюзий. Вот есть конкретная данность, реальность, ее нужно принять во внимание и адаптироваться к тому, что происходит. Вот что по Урану проигрывается. Так вот, Уран у нас в ретро-движении с 28-го, а 3 числа тоже на этой неделе еще добавится Юпитер, мои дорогие. И Юпитер и Уран будут до конца года в ретроградном движении в знаке зодиака Телец. Вопросы благополучия и как раз нашего статуса, какой-то нашей темы работы новой или нашего какого-то направления, наших новых возможностей. Но это ретро-движение, то есть мы будем все равно неизбежно оглядываться назад. Почему? Потому что вокруг нас будут таковы события, словно обстоятельства нашей жизни немножко возвращают в прошлое для того, чтобы мы там, в этом прошлом, окончательно расставили какие-то точки над «и». Но не для того, чтобы мы туда вернулись, понимаете? Чтобы мы, наверное, как точку невозврата прошли и больше уже ни о чем не сожалели. Но вот эта болтанка пока, если так можно выразиться, пока мы с чем-то определимся, она будет и на этой неделе, я так думаю, и на следующей тоже. Давайте мы узнаем, что же от нас скрыто. Успех, карта заслуженного успеха, и все то, что я сейчас говорила, нам как раз об этом карта подтверждает. 3 в лодке, обратите внимание, грустные лица, а карта имеет очень хорошее значение заслуженного успеха. Предполагаются наши какие-то действия, предполагается наше мужество, опять же, как по 13-му аркану. То есть надеемся мы сами на себя. В целом же карта может нам говорить о том, что мы пока можем не видеть своего успеха, причем полного какого-то успеха, поскольку сейчас еще темновато, и по 13-му старшему аркану пройти-то нам как будто словно путь какой-то придется в одиночку. Вокруг много мнений, и в нас самих тоже может бушевать, словно, знаете, противоречивый вот такой шквал чувств, эмоций. Я не знаю, что будет дальше, на кого я могу рассчитывать, а вдруг что-то не пойдет. То есть много сомнений, правда, может быть, на этой неделе. Может быть, уже это у вас где-то посетило такое чувство. И если мы спросили, что скрыто, вот какого-то, понимаете, нового качества жизни мы можем не видеть. Мы не можем видеть, как разворачиваются в дальнейшем события. Мы можем не предполагать еще какую-то дальнейшую поездку, для кого-то так, или приезд к вам человека, или переезд кого-либо. Ну, вот есть перемещение же все-таки, да? И часто по этой карте еще может быть, как знаете, если мы говорим про карту заслуженного успеха, проигрываются часто такие сферы, как работа, допустим, связанная с интернет, работа, связанная с большим объемом информации. То есть у кого-то может проиграться именно ваш успех в одной из этих областей.
то, что удаленная, допустим, работа называется, получится или нет. То есть все зависит от того, что вы хотите достичь, безусловно, какие вы перед собой задачи ставили. Но несмотря на то, что, повторюсь, карта темноватая, как раз мы можем сомневаться сами в себе, а этого как будто делать не рекомендуется. Только все для вас плюс, нет ничего, чтобы утаивали. Дела, работа, бизнес на неделе. И тем не менее мы остаемся довольны. Карта эгоиста. Может быть, захочется побыть эгоистом. А может быть, где-то отчасти, мои дорогие рыбы и рыбки, это вам просто необходимо. Потому что 13-й старший аркан действительно есть перемены. И в хорошем смысле наше эго проигрывается. Как? Это наша поддержка, самоподдержка, самодостаточность, самоуверенность. То есть что-то у нас все равно получилось сделать, осуществить. И чем меньше у нас будет сомнений, тем больше мы большего как и добьемся. А самое главное, в течение недели мы будем хорошо себя чувствовать. У нас будет больше моментов, которые радуют, устраивать. Для кого-то из вас это могут быть подарки, для кого-то могут быть приятные новости, признание ваших заслуг или вашей экспертности в каком-то вопросе. На дела, на работу, на бизнес выпадает 9 кубков. С одной стороны 9, нумерология, впереди опять же перемены, но мы как будто остаемся собой довольны. Поэтому какие бы вы тут перед собой задачи не поставили, будь то документы, будь то работа, будь то, может быть, какие-то дела дома, все удается. Финансы. Туз кубков. Да и по финансам-то, прямо скажем, хоть это кубок у нас, туз кубков, и через край переливается амброзия. С финансами тоже, понятно, порядок. Но я бы сказала, с тузом кубков это баланс во всех сферах жизни, включая и финансы. Скорее всего, у кого-то и личная история, какое-то дело у вас удается. Вы видите результаты своего труда на этой неделе, тем не менее, несмотря на то, что вы-то находитесь в трансформации. Как раз конкретика этой недели вас оставляет довольными тем, что вы делаете, или тем, что вы планируете. Продолжать определенно стоит, что в личной жизни какая-то неразбериха, пятерка жезлов часто, информационный хаос, я так называю. Может быть, это много общения, много ненужного общения, может быть, много вынужденного ненужного общения, много людей вокруг вас. Или разрозненная информация. Один сказал одно, другой другое. Где-то нам поэтому уже и говорили, ты будь на своей волне, доверяй своей интуиции, своему сердцу. И здесь не совсем нам про любовь, прямо скажем. И, скорее всего, с тузом кубков я уже озвучила баланс во всех сферах жизни. У каждого, безусловно, по-своему, но если вы, допустим, один или одна, то здесь может быть как много знакомств каких-то. Но это те знакомства, которые ни о чем, мои дорогие рыбы и рыбки. Это мы можем, допустим, искать какую-то информацию по делу и встречаться с людьми, общение с людьми для того, чтобы решить какой-то вопрос. Или самого по себе общения будет тоже, может быть, более чем достаточно. Но как будто не принимать это все во внимание, держать позицию стороннего наблюдателя, потому что по пятерке жезлов это нет какой-то логики информационной. Да и люди, которые к нам как будто обращаться могут, они имеют ну, либо какой-то свой интерес, свою корысть, или тоже какое-то взаимодействие с нами хотят совершить, потому что у них есть для этого какие-то причины. Мелкая, повторюсь, карта, недостаток идет какой-то последовательности, недостаток в том, чтобы можно было быть уверенных в этих людях. Поэтому скучать будет некогда. Если что-то у вас на кону стоит очень важное, не сомневайтесь в себе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.